Как убрать рекламу на Android, которая выскакивает сама по себе на экране? В этом ролике разберем самые эффективные способы, как это сделать. Поехали! Если на вашем смартфоне или планшете стала появляться навязчивая реклама или разные всплывающие нежелательные окна, нужно срочно с этим что-то делать. Во-первых, это раздражает и мешает работать с приложением. А во-вторых, это признак того, что на вашем устройстве, возможно, поселилась вредоносная программа, которая может получить доступ к вашим конфиденциальным данным. А это очень опасно. Откуда же берется вся эта напасть? Зачастую виновником всего может быть сам пользователь, который неумело скачивает разные программы из интернета. От этого абсолютно никто не застрахован. Бывают программы с миллионными скачиваниями, довольно популярные, которые также могут нести в себе разного рода угрозы. Специалисты по информационной безопасности Google Play ежемесячно обнаруживают сотни приложений и игр, в которых содержатся разного рода вредоносные программы. Что же делать, если вы стали жертвой навязчивой всплывающей рекламы? К счастью, есть несколько способов решения этой проблемы, и вы можете самостоятельно это сделать. Если реклама стала появляться недавно после установки каких-либо приложений, вспомните, что вы устанавливали, и удалите это приложение. Как правило, все должно исправиться. Если это не помогло, тогда давайте рассмотрим следующий вариант. Существует несколько программ, которые самостоятельно могут выявить нежелательное ПО. Можно попытаться решить проблему установкой специальной программы, такой как Pop-up Ad Detector. Она не поможет убрать рекламу на экране блокировки, а найдет приложение, которое ее показывает. После установки детектора появится небольшое интерактивное руководство для его настройки. Обязательно нужно предоставить приложению доступ к специальным возможностям. Также можно разрешить показывать приложение поверх других окон на первое время для поиска нежелательной вредоносной программы. После настройки, как только на экране появится всплывающая реклама, плавающий значок детектора изменится на значок вредоносного приложения. Нажав на логотип, вы перейдете в недавно запущенные приложения и сможете понять, какое приложение ее запустило. В результате вы сможете удалить источник надоедливой рекламы. Также существует множество антивирусов, которые могут решить нашу проблему. Я в описании приведу несколько популярных программ. Установите антивирус на ваше устройство, полностью просканируйте смартфон и, если будут обнаружены нежелательные программы, удалите их. Еще одним способом избавиться от назойливых программ являются дополнительные настройки в самой системе вашего телефона. Проверите, нет ли у какого-нибудь приложения ненужных ему разрешений. Чтобы посмотреть список разрешений для установленных программ, в настройках откройте вкладку «Приложения», выберите нужную программу и проверьте, нет ли у нее ненужного доступа. Если таковой есть, установите запрет, отключите или удалите такую программу. Также еще рекомендую правильно настроить ваш браузер, с помощью которого вы входите в интернет. Одной из причин появления рекламы на экране или в области уведомлений может быть подписка на какой-нибудь сайт, которую пользователь сделал по невнимательности. В этом случае сайт будет отправлять push-уведомления с рекламой. Что нужно сделать? Откройте браузер, перейдите в настройки, найдите вкладку «Уведомления», откройте ее. Если в ней есть список сайтов, которые могут отправлять вам push-уведомления, поставьте запрет на это. Другой способ. В настройках вашего телефона выберите пункт «Уведомления», найдите браузеры, установленные на устройстве, и выключите возможность отправлять уведомления. Если пройдя все шаги, о которых я рассказал выше, не помогли, то тогда вам придется сделать резервную копию всех ваших данных телефона и сбросить его до заводских настроек. Как правило, это решение помогает всегда. Но бывают такие программы, которые прошиваются в систему так, что даже при сбросе к заводским настройкам все равно они потом возобновляют свою активность. Уже тогда, в этом самом крайнем случае, вам придется обратиться в специальную мастерскую для прошивки вашего телефона. Надеюсь, эти методы помогут вам эффективно избавиться от навязчивых всплывающих окон назойливой рекламы, и пользование вашим смартфоном наконец-то снова будет доставлять вам
удовольствия. Пишите комментарии, задавайте вопросы, рассказывайте о том, как вы решили свои проблемы в похожей ситуации. Вы, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать важные и полезные ролики. С вами был Ян Воронков. До встречи. Пока-пока.